Не знаю, как вы, но я верю, что Бог заранее работает в жизнях неверующих людей, задолго до того, как кто-либо из нас начнет свое служение в жизнях этих людей. Вы в это верите? Я в это верю. Я еще никогда не встречал кого-либо, кто сказал бы, что никогда в жизни он не имел каких-либо духовных переживаний. У нас в Австралии есть только один Нобелевский лауреат в области литературы. Его зовут Патрик Уайт. Он писал в 50-х, 60-х и 70-х годах прошлого столетия. К 1970-м годам он уже был всемирно известен и очень богат. В Австралии его считали национальным героем, при этом он был открытым гомосексуалистом, провозглашал свои атеистические взгляды. Он был очень гордым, и обо всем у него было свое мнение. И в 70-х годах в Австралии быть гомосексуалистом, атеистом, я бы не сказал, что это было необычно. Это не было очень необычным, но вот когда люди гордились этим, это было уже необычно. И вот в своей автобиографии, которая представляет из себя большую толстую книгу, в которой он сам рассказывает о себе, как он прекрасный и замечательный человек, и здесь он приводит одну очень интересную историю, которая прямо захватывает дух. Он рассказывает о том, что в какой-то момент он жил на небольшой ферме, где-то в пригородах Сиднея. Он проживал там со своим гомосексуальным партнером, он уже был всемирно известен. И вот он рассказывает, что дождь лил уже на протяжении нескольких дней. Почва на ферме превратилась в грязь. Камни, которыми была покрыта дорога, стали слизкими и скользкими. Но ему нужно было пройти по этой дороге, чтобы накормить собак, которые находились в другом помещении. Он накинул на себя дождевик и надел сапоги. У него был поднос, на который он насыпал заранее приготовленную пищу для собак. И вот он надел шляпу, поднял этот поднос, вышел на улицу и направился по дорожке туда, где находились собаки. И вот он говорит, что где-то на полпути неожиданно обе ноги выскользнули из-под него. Он пишет, что я как бы взмыл воздух и потом приземлился на спину. Острейшая боль пронзила мой позвоночник. Сверху на меня посыпался град мокрой собачьей еды. И вот он говорит, я лежал там, во дворе моего собственного дома, весь измазанный в грязи и в собачьей еде. Я лежал на спине и смотрел на серое небо с черными тучами. И оттуда, с высоты, на меня летели массивные капли дождя. И он говорит, в этот момент я вдруг усмехнулся. Я почувствовал, как кто-то внутри меня сказал мне, «Да вообще, что ты о себе возомнил?» И он пишет, «Я перевернулся на четвереньки и пополз обратно в дом. И я сказал моему партнеру, с которым я жил, в это воскресенье мы с тобой пойдем в церковь». Что это было? Этот надменный, гордый, творец своей собственной судьбы, атеист и гомосексуалист, вдруг он подскальзывается на камне и осознает всю глупость собственной гордости. И о ком он в этот момент думает? О Боге. Печальная часть этой истории заключается в том, что они все-таки пошли в церковь. Они пришли в англиканскую церковь, сели на заднем ряду. В тот день приходской священник встал перед людьми и сказал, что он кое-что заметил. Он заметил, что на сельской ярмарке за день до этого прихожане из его церкви участвовали в лотерее. И поскольку это была азартная игра, то людям сегодня нужно было покаяться в этом, прежде чем они смогли бы выйти вперед и принять святое причастие. И Патрик Уайт пишет в своей автобиографии. В тот момент мы с моим партнером кое-что поняли. Если у нас и была хоть какая-то вера, мы с ним должны были оставить ее при себе. Сердце болит, не правда ли? Бог проговаривает в жизнь единственного австралийского Нобелевского лауреата по литературе. Бог шепчет ему прямо на ухо, «Да кем ты себя возомнил?» Но когда он потом идет к людям Божьим, они ему ничего предложить не смогли. Но вы знаете, я верю, что Бог постоянно обращается к людям через различные ситуации. Только я прочитал эту книгу, я сам себе сказал, да не может быть! Патрик Уайт? Все понятно. Поэтому, когда кто-либо сегодня мне говорит, что он не религиозен, что он атеист или еще что-нибудь, я им всем одинаково отвечаю. То есть у вас в жизни никогда не было никаких религиозных переживаний?
То есть часто бывает, я встречаю людей, они спрашивают, чем я занимаюсь, и раньше я как-то отвечал, ну я профессор, и пытался как-то уклониться от того, чтобы рассказывать, чем я занимаюсь. Но теперь я просто говорю, вы знаете, я служитель евангельской церкви. И они отвечают, серьезно? Да, я преподаю в колледже, я воспитываю следующее поколение служителей. Ух ты, люди все еще этим занимаются? Да, да не может быть, что такое существует. Ну а потом они обычно рассказывают о своих связях с кем-нибудь из верующих людей. Мне говорят, так ты служитель, а у моего отца, у соседа, его тетя была замужем за сыном, который был священником в церкви. И я тогда говорю, ну тогда у нас с вами очень много общего. И тогда они говорят, ну нет, мы-то ни в коем случае не религиозные люди. И тогда я уже задаю им свой любимый вопрос. Так что, вы никогда в жизни не имели никаких религиозных переживаний? И все люди, которых я когда-либо спрашивал об этом, отвечают одинаково. Ну да, если подумать об этом, у меня были какие-то религиозные переживания. И тогда я им говорю, вы знаете, я коллекционирую истории. Расскажите какую-нибудь особенную историю. Одна женщина мне сказала, вы знаете, когда я рожала мою дочь, и когда мне положили вот этот вот маленький кричащий комочек на грудь, я посмотрела на нее и подумала, ой, не может быть, не может такого быть, чтобы эта жизнь сама зародилась во мне. Это и есть религиозное переживание, не правда ли? И я живу на побережье, и люди мне часто такую историю рассказывают. Когда мы сидим и смотрим, как одна за другой волны приливают к берегу, мы чувствуем всю мощь этих волн, которые вспениваются у берега. И вот мы смотрим на эти волны, и какое-то особое чувство захватывает нас. Это тоже религиозное переживание. Другие люди рассказывают мне, что они посещали буддистские монастыри, занимались медитацией, занимались рейки-целительством, йогой или еще чем-то. И при этом Бог постоянно им что-то нашептывает. Их жизнь несет на себе отпечатки Божьего присутствия. И знаете, что им нужно? Им нужен кто-то, кто назовет этого Бога, с которым они встречались, но не знают, как его зовут. Им нужен кто-то, кто скажет, я могу тебе сказать, кто этот Бог, которого ты чувствуешь в волнах океана. Я могу тебе рассказать, откуда появилась жизнь в твоей дочке. Я могу тебе рассказать, что побудило тебя заниматься йогой или медитацией. Я могу тебе рассказать, чью силу в своей жизни ты почувствовал, но ты еще не знаешь этого Бога. Так что позвольте Богу вести вас к этим людям, сами активно вовлекайте себя в жизни других людей и верьте, что Бог уже действует в жизнях неверующих людей. И когда люди спросят вас или расскажут вам о том, что они переживали, тогда вы назовите им имя этого Бога, с которым они встречались. На самом деле это не так уж и сложно, не правда ли? Все, что вам нужно делать, это проводить очень много времени с одними и теми же людьми и делать это снова и снова. Может быть, вы слышали, но миссионеры говорят о двух видах времени. Есть то, что называется время хронос, и есть то, что называется кайрос. Хронос — это время, которое тикает. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Это то время, которое мы наблюдаем у себя на часах. А кайрос — это время откровения. Это моменты, когда приходят особые откровения. И, друзья, у вас никогда не возникнет момент откровения, если вы не будете с людьми проводить много времени. Тик-тик-тик-тик-тик. Это похоже на то, как воспитывать подростков. Если у вас есть подростки, вы знаете, о чем я говорю. Например, если у вас есть маленькие дети, то стоит вам только к ним повернуться, как они уже сразу же готовы к игре. Вы это замечали? Но как только эти очаровашки превращаются в подростков, все меняется. Потому что когда вы говорите, папа пришел домой, вот он я, как у тебя дела, что происходит, все хорошо? Ну да. Ага, а в школе как дела? В школе все хорошо у тебя? Ну да. А есть ли у тебя какие-нибудь проблемы, может, взаимоотношения с другими ребятами? Да нет. А отношения с Богом, как у тебя, все хорошо? Да. Ну, может быть, ты еще что-то мне хочешь рассказать? Да нет. И вот что я обнаружил с подростками. Вы можете сидеть с ними на диване, и вот какой-то фильм закончился только что, и вы уже готовы идти ложиться спать, и вдруг твоя дочь говорит, «Папа, ба!» Или ты забираешь ее с каких-нибудь занятий вечером, вы едете домой, и вдруг бух! Это то, что я увидел в подростках, по крайней мере в девочках. Требуется много вот этих вот тик-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 тик. И потом, когда ты меньше всего этого ожидаешь, взрыв.
И я бы сказал, что то же самое происходит и в миссии. И я вам скажу, пусть Господь Иисус наполняет вас, и вы активно вовлекаете себя в жизни других людей. При этом вы знаете, что Бог уже работает в их жизнях. Но об этом вы никогда не узнаете, если не будете с ними проводить много тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик времени. И это может произойти где-то поздно вечером в баре, или, может быть, вы возвращаетесь с вечернего сеанса, или вы только что закончили игру в хоккей, или возвращаетесь после какого-нибудь концерта, и вдруг бух! И в тот момент вам нужно быть готовыми. Вам нужно быть готовыми прямо там и прямо в тот момент. Проговорить о том, кто вас послал к этим людям. Однажды меня пригласили на обед. И, честно говоря, я много говорю с людьми об Иисусе. И не знаю, поймете вы меня тут или нет, но я думаю, что нет ничего плохого в том, чтобы иногда попросить у Господа пару выходных. И вот иногда мы с женой куда-нибудь идем, и я ей говорю: ты знаешь, я не хочу ни с кем сегодня говорить об Иисусе. Я не хочу выслушивать их жизненные истории. Я бы лучше поговорил с ними о спорте или еще о чем-нибудь. Можем поговорить о погоде, можем поговорить о политике, о чем угодно, но я верю, что Господь меня поймет. В этой большой игре за души людей у меня уже столько трофеев, что я могу себе позволить сегодня немножко помолчать и ни с кем не говорить об Иисусе. И вот я сидел за обеденным столом напротив хозяина, который был христианином. Моя жена сидела с женщинами в стороне, и кроме нас других верующих там не было. А с другой стороны сидел такой грузный мужчина. Он пришел один, жена у него заболела. Это был такой большой мужчина. За этот вечер он выпил много бокалов вина. Такой громкий мужчина, у которого было на все свое мнение. Не знаю, есть у вас такие тут люди? У нас в Австралии таких очень много. И вот хозяин спросил меня: слушай, Майк, а как там твоя новая книга? Продается она хорошо? И я говорю: слушай, да, мне очень нравится, как ее воспринимают в обществе. И вот этот вот мужчина за столом, как вы думаете, что он сказал? Ты написал книгу? Да, серьезно? Здорово. А о чем же твоя книга? Ну, вообще-то я не собирался сегодня говорить об Иисусе. И вот я подумал, сейчас я закончу этот разговор в самом его зародыше. И поэтому я ему сказал: знаешь, эта книга, она об инновационных методах собирания духовных историй. Ну, на самом деле, книга об этом и написана, просто никто не поймет такого названия. Инновационные методы собирания духовных историй. И вдруг этот мужчина говорит: ты что, шутишь? Он засовывает руку в карман и достает свою визитку. Я являюсь директором Австралийского института инноваций. И я про себя думаю: ну ничего себе! А он спрашивает: так какова основа твоих инноваций? И я пытаюсь выпутаться из этой ситуации, что-то ему говорю. Он пытается разобраться, методы собирания духовных историй. А, так это церковь. Ага, так я понимаю, так получается, что ты христианин. А потом он сказал следующее своим громким, звучным голосом: знаешь, в чем заключается проблема с такими людьми, как ты? И в этот момент все другие разговоры за столом остановились, потому что все захотели узнать, в чем же проблема с такими людьми, как я. И вот он говорит: ты знаешь, в чем проблема с такими людьми, как ты? У вас, христиан, чертовски классный продукт, но вот система продаж у вас никуда не годится. И он не совсем такими словами сказал, но я стараюсь смягчить его речь. И вот он засмеялся, некоторые другие люди засмеялись, потом начались другие разговоры. И тогда я повернулся к нему и спросил: ты знаешь, я склонен согласиться с тобой. Но мне было бы очень интересно узнать у тебя, как у человека, который не ходит в церковь, почему ты думаешь, что у нас, у христиан, продукт, он очень хороший? И он сказал: ну, знаешь, я имел в виду, что ваш продукт — это Иисус. И с этим у вас проблем нету. Он притягателен, он очень хорошо продавался бы. Но что я имел в виду, это то, что церковь ваша никуда не годится. Если чтобы купить Иисуса необходимо ходить в церковь, то это совсем не годится. И я ему говорю: ну я понял тебя с первого раза. Я склонен к тому, чтобы согласиться с тобой. Но меня больше интересует не что ты думаешь о церкви, а вот в качестве такого маркетингового исследования. Почему ты думаешь, что Иисус, он будет хорошо продаваться? И он говорит: да нет, с этим все в порядке, не меняйте Иисуса, поменяйте церковь. Да, но ты мне все-таки скажи, что же тебе все-таки нравится в Иисусе?
И он говорит, ну знаешь, Иисус, ну там проблем у вас нету. Ну этот Иисус, но он, он это особенный, он Иисус же. То есть, когда я думаю об Иисусе, то я думаю, что он, он сделал много, очень, то есть, он там умер на Рождество, он это, И вы знаете, я ему сказал, ты, наверное, вообще ничего не знаешь об Иисусе, не правда ли? И он сказал, я думаю, что это не совсем так, он же был, на самом деле, может, я и не так много знаю о нем. И тогда я ему сказал, можно я тебе за 2-3 минуты расскажу, почему ты прав? Почему Иисус является чертовски классным продуктом? И вот у него в руках огромный бокал с красным вином, он выпивает его целиком и говорит, начинай. И вот, друзья, у вас в распоряжении 2-3 минуты. Ему не нужна лекция. Он не готов слушать, что в начале всего Бог сотворил мир, и этот мир был совершенен во всех отношениях. И у первых людей были совершенные, прекрасные взаимоотношения друг с другом и с Богом. Но грех пришел в этот сад. Они взяли этот плод познания добра и зла. Все, ваши 2 минуты истекли. Он меня не спрашивал ни о деревьях, ни о садах, ни об Адаме, ни о Еве. Он сказал, у тебя есть 2-3 минуты. Расскажи мне, почему я прав, что Иисус на самом деле классный продукт? Что бы вы тогда сказали? Потому что если вы не знаете, что сейчас сказать, тогда и не следуйте за Иисусом на миссию. Потому что вы опозорите Его. У вас есть 3 минуты. Почему Иисус чертовски классный продукт? Начинайте, ваше время пошло. И я боюсь, друзья, что большинство из вас здесь присутствующих не знают, что сказать. Большинство моих студентов не знают, что сказать. Я задаю этот вопрос моим студентам. Я рассказываю им эту историю и говорю, у тебя есть 3 минуты, прямо сейчас, ты начинай. Еще 3 минуты, теперь ты, давай, начинай. Один парень сказал, выберите меня, я могу это сделать. Хорошо, попробуй, у тебя 3 минуты. Он сказал, Иисус — это источник живой воды, который ведет людей к вечной жизни. На самом деле Иисус что-то такое говорил, не правда ли? Но как вы думаете, тот парень на вечеринке, он бы понял, о чем вы говорите? Знаете, какое я задание даю своим студентам? Я им говорю, напишите 2 страницы текста, почему вы думаете, что Иисус прекрасен. А потом я хочу, чтобы вы отдали эти страницы неверующему человеку и попросили его поставить вам оценку. И если вы этого не сделаете, я вам поставлю 2. И этот парень с живой водой расписал на 2 страницы, что Иисус — это источник живой воды, отдал эту работу своему другу, друг вернулся и говорит, ты знаешь, я ничего не понял из того, что ты написал. И этот молодой человек вырос в церкви, он любит Иисуса, он полностью посвящен Иисусу, я в этом ни капли не сомневаюсь. Но при этом он никогда в жизни не бывал на подобных вечеринках, не сидел с друзьями в баре, он никогда не играл в спортивные игры с неверующими людьми. Ему никогда не задавали вопрос, а что особенного в твоем Иисусе? Потому что в тот момент у тебя не будет времени, чтобы произнести целую лекцию. На той вечеринке, когда я разговаривал с тем мужчиной, когда у меня было всего несколько минут, чтобы рассказать об Иисусе, я ему рассказал притчу, одно из чудес, и рассказал о воскресении. Я всегда рассказываю о воскресении Иисуса, потому что Евангелие уделяет примерно 5-ю часть всего повествования именно воскресению. То есть невозможно разговаривать об Иисусе и не сказать, что Он победил смерть, и грех, и дьявола. Поэтому я всегда рассказываю притчу. То есть вы хотите узнать, почему Иисус такой классный продукт? Так вот, Он рассказал историю, и знаете что? Он сделал такое, что вот, например, как эта женщина, у которой Он остановил кровотечение, или вот воскресил этого человека из мертвых. То есть я обычно рассказываю притчу, чудо и о воскресении. И если человек задает вопросы об этом, то тогда у нас продолжается разговор. Если же нет, то, по крайней мере, он уже что-то услышал о том человеке, которого я считаю своим героем. Это и есть моя скала, мой избавитель, мой царь. То есть выберите себе историю, притчу, чудо, что-то еще, чтобы это соотносилось как-то с тем, о чем вы до этого разговаривали.
И это каждый раз будут разные истории. Поскольку каждую неделю я вновь перечитываю Евангелие, каждый раз у меня появляется новая история, которая захватила мое внимание в данный момент. То есть это не какая-то такая заранее заготовленная, запланированная презентация. Это такой естественный завязавшийся разговор. Я рассказываю об Иисусе, поскольку я христианин. И вы знаете, я думаю, что энтузиазм, он заразителен. Однажды утром мне нужно было ехать на такси. На улице все еще было темно, хотя, наверное, было уже не так и рано. И вот я вышел на улицу, водитель не бибикал, ничего, чтобы не разбудить соседей. Я выглянул в окно, вижу, что он там, и вышел. И вот когда я открыл дверцу автомобиля, я вдруг услышал живую музыку. Водитель сидел за рулем и играл на гитаре. И я его даже спросил: «Вы таксист? Я не ошибся автомобилем?» И он говорит: «Нет-нет, садитесь», убирает свою гитару на заднее сиденье. И вот я сел на переднее сиденье рядом с ним. До аэропорта нам было ехать около 20 минут. И вот мы поехали. Было очень темно, я был очень усталым. Кофе я не успел попить, проснуться не успел. Но, тем не менее, я решил, что мы поговорим немножко. Я спросил: «Что, вам нравится играть на гитаре, я смотрю?» И он сказал: «Да что вы, мне не просто нравится играть на гитаре. Гитара — это моя жизнь. Вождение такси — это то, что оплачивает мои счета. А гитара — это моя жизнь». И я спросил: «А какой стиль музыки вы предпочитаете?» И он сказал: «Армянскую фольклорную музыку». Вы когда-нибудь слушали армянскую фольклорную музыку? И я ему сказал: «Надо же, армянская фольклорная музыка. Я такой, по-моему, никогда не слышал раньше». И он сказал: «Хотите послушать?» И включил для меня диск. Вы сейчас слушаете самого великого армянского исполнителя. И никогда не говорите об этом армянам, но звучит как будто турецкая музыка. Вы понимаете, о чем я говорю? Это такой переливающийся голос и мелодия. И он сказал: «Вы знаете, меня попросили аккомпанировать вот этому вот человеку, когда он приезжал к нам в Австралию. И на самом деле вот сейчас вы услышите, как звучит моя гитара». И вот он включил их погромче, и как раз там звучала гитара в его исполнении. И я сказал: «Вы знаете, звучит похоже как-то на Джорджа Бенсона». При этом таксист ударил по тормозам. Он повернулся ко мне и говорит: «Майкл, спасибо, 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 спасибо. Джордж Бенсон — это мой герой. Не могу поверить, что вы меня с ним сравнили». И вот мы ехали 20 минут до аэропорта, и он прямо бурлил от радости, рассказывая мне об армянской фольклорной музыке. И когда мы доехали до аэропорта, я чувствовал себя наполненным жизнью. Если бы в тот момент он меня спросил: «Не хотел ли бы ты себе купить диск с моим исполнением армянской фольклорной музыки?» Я бы ему сказал: «Давай, я бы у тебя купил несколько, я бы еще и с друзьями поделился». То есть я был втянут во все это, потому что этот таксист был настолько влюблен в армянскую фольклорную музыку. С другой стороны, однажды я находился в церкви, и я только что закончил проповедь, стоял рядом со служителем церкви, и к нам подошел один неверующий человек. Он так и сказал: «Вы знаете, я не христианин, мне просто нравится одна девушка здесь у вас, и она мне сказала, что если она мне нравится, то я просто должен прийти с ней в церковь. Так что я не очень верующий человек, но мне понравилось то, о чем вы говорили, и я бы хотел просто еще кое-что вас спросить. Я как бы слышал, что вы говорили об Иисусе, но что такого особенного в этом Иисусе? Почему вы именно об Иисусе все время говорили?» И, друзья, мы мечтаем о таких моментах, не правда ли? То есть мы находимся в церкви, вы разговариваете с двумя служителями и спрашиваете их, что особенного в Иисусе. И вот служитель церкви говорит: «Майк, ты не против, если я отвечу на этот вопрос?» И я сказал: «Если этот человек сюда будет приходить, вы должны друг друга знать». И что же рассказал этот служитель? Бог сотворил мир за 6 дней. Это был совершенный, уникальный мир, но в него вошел грех. И грех разрушил взаимоотношения людей между собой и с Богом. В это время я наблюдал за лицом этого человека. Вы видели, как у людей вдруг взгляд становится стеклянным? Они продолжают вам улыбаться, но уже смотрят по сторонам. Почему так? Вы же знаете, к чему клонит этот проповедник. Вы знаете, почему он начал с бытия. Если бы я с вами об этом говорил, вы бы знали, к чему я веду. Мы будем говорить о сотворении, о грехе, о заместительной жертве, о кресте. Но представьте, что вы неверующий человек, и вы ничего не знаете, но просто спросили об Иисусе. Зачем этот священник начал мне рассказывать о творении за 6 дней? Друзья, живите Иисусом.
Активно вовлекайте себя в жизни других людей. Знайте, что когда вы проводите время с людьми, вы также проводите его и с Богом. Проводите много такого времени, хронос, с людьми, чтобы когда случится кайрос, когда они откроют для себя тот факт, что Бог уже давно начал работать в их жизни, вы должны быть там и проговорить к ним о том, кто дал вам свободу.